Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, случайно заглянул на канал Таро Инспирационы. Таро расклад. Как все обернется? Что вам по судьбе? Что важно знать? Чем закончится, завершится какая-то ситуация? Есть то, что вас, быть может, пока ставит в тупик, и вы можете где-то интуитивно чувствовать, что да, время у нас сейчас такое турбулентное, не на что как будто опереться. Хотелось бы немного заглянуть вперед, хотя бы на пару шагов, понять, какая концепция может быть вам полезна или что может быть продолжено. Но давайте оттолкнемся от того, вот именно чем обернется дело или какая-то ситуация завершится. Как в отношении вас, кто сейчас смотрит видео, именно по судьбе решится какой-то вопрос, может быть и так. Но понятно, ситуаций множество, и поэтому мы проясним, какую ситуацию именно или какие обстоятельства нам будут раскрывать сегодня карты. Сделаем своеобразную сигнификацию, чтобы вы могли узнать себя, подходит ли вам этот расклад. Но вначале, что же есть ваша ситуация? О чем будут сегодня говорить карты? Есть какое-то завершение. Карта гроб. Это могло быть, мы смотрим на вас, и, возможно, вы сами уже в чем-то поставили точку. Это не обязательно, что вы в действиях что-то совершили, но вы, главное, вы, внутреннее ваше состояние, оно в чем-то определилось. Какой-то определенный есть вопрос, который, ну, вы не хотите продолжать. Вы не хотите, чтобы какая-то история повторилась вновь. Может быть, это касается человека или конкретного какого-то дела. И вот все то, что я сказала до видео, выпадает белая карта, это сама по себе неопределенность, как действительно в руках высших сил. Вы зависите от судьбы. Мы все зависим. У кого-то ситуация такова, что не на кого опереться. Может быть, ваша, вот именно те события, которые вы хотите прояснить, они были связаны с человеком конкретным, который вам что-то обещал. Или у вас вы вместе даже строили планы, мы пока не знаем, какая это будет ситуация личной жизни, или это будет касаться, к примеру, работы. Можно переложить, по крайней мере, да? Ну и мы проясним сейчас. Но столкнулись с хитростью, обманом. У кого-то из вас, посмотрите, 3 карты так вот красноречиво нам говорят о том, что как будто я строил какие-то планы или уже что-то было определено, и вдруг, как гром среди ясного неба, по тем или иным причинам, что-то закончилось, изменилось. Хотя я так могу предположить по первой карте, вы уже где-то предполагали какую-то нечестность человека. Или ситуация была как повтор, не впервые. И если мы говорим, что вам по судьбе, то вот по судьбе вы как проходите какой-то урок, словно кармический, назовите это так, потому что, правда, у нас и планетарно выход из какого-то надоевшего сценария. Так поэтому мы этот урок должны пройти окончательно. Может быть, я сказала, эта ситуация была прежде, но мы прежде чего-то не поняли. Или мы не то, что не поняли, а мы, возможно, и сделали выводы, но опять кому-то доверились, и нас снова предали. Или снова пытались хитрить. И вот теперь наступает тот момент, когда вы сами определяетесь, что нет, не может быть продолжена какая-то история, потому что, ну, может быть, и за этот период добавились какие-то события, добавились новые обстоятельства дела, или в плане поведения человека тоже какие-то новые нюансы. Вы что-то узнаете, какая-то неправда, ложь, может быть, знаете, в новом обличии, или прежде вы предполагали в каком-то одном контексте, что вас обманывают, или человек конкретно хитрит, или пусть организация даже, мы говорим, хитрит. А вот с течением времени от первого какого-то урока, здесь определенно по картам
Не впервые какие-то мы грабли нашли, мои дорогие, кто смотрит. Вот какая-то застарелая ситуация, которая, может быть, длится годами. И вот за этот период вы не единожды уже обманулись, а как будто дважды, может быть, и трижды. Вы поняли, что человек не изменится. Какая-то ситуация, ну, она тоже, ее нужно именно завершать. Вы не влияете, чтобы кардинально как-то изменить обстановку, к примеру. Или вы не станете воспитывать конкретного человека. У кого-то это может быть связано и в личной жизни, у кого-то может быть и вопросы материальные какие-то, у кого-то может быть обман или какой-то оговор, мои дорогие. Давайте достанем еще. Карта письма иногда в этой колоде, ну и в принципе в колодах Ленорман, письмо может означать иногда документы. И вот с учетом всех выпавших карт, у кого-то была даже та ситуация, когда вам обещалось, к примеру, ну, что-то оформить. Если мы говорим про работу, то обещали заключить какой-то договор, контракт, а может быть он был заключен с какими-то нюансами. И вы теперь, как заложник той ситуации, вы не можете как бы ни вправо, ни влево не переиграть вот тот юридический документ. И если мы говорим о личной жизни, может быть, тоже обещалось, у кого-то могла история личная идти, может быть, и к свадьбе, или развиваться как-то в положительном ключе. Да, были какие-то нюансы, вы на что-то закрывали глаза, вы просто верили, мои дорогие. И вот теперь эта вера, она разрушена. Может быть, была какая-то переписка, может быть, это были, опять же, какие-то документы в стадии уже практически готовности, и вдруг внезапно что-то обрывается. И если бы прежде, да, и какая-то воцаряется словно тайна. Тот вопрос, который вас ставит в тупик. И, может быть, с одной стороны, есть как будто то, что мы должны изучить, или то, что мы должны прояснить. Больше это подойдет по части, если это касается работы или, как я уже сказала, организации. Но есть и тот нюанс, который я сказала, не первый раз повторяется какая-то история. И карта-книга могла означать или может означать как раз тот момент, что мы прежде что-то не изучили, мы прежде упустили что-то из виду. Или мы не придали значения каким-то мелочам или каким-то событиям. Может быть, мы постарались где-то, ну, быть или оптимистами где-то, или еще раз довериться. Мы то, что было скрыто, не захотели где-то увидеть сами. И в итоге все равно, чему быть, говорят, не миновать. Вот на сегодняшний день карта завершения. И куда мне теперь? К чему я теперь иду? Или чем мне теперь заниматься? Кому мне теперь доверять? И последующие карты нам говорят, что твоя задача сейчас быть очень осторожным, разобраться с какими-то вопросами или закрыть, может быть, какой-то, ну, как путь, где ты можешь еще раз обмануться, перестать находить эти самые грабли, не повторять каких-то ошибок. И поэтому вот эта невесомость, она совершенно необходима. Сохранять самого себя, саму себя. И быть более внимательным, кстати, по части денег. И никуда не торопиться. Некоторая пауза для вас совершенно необходима. Для того, чтобы привести как минимум мысли в порядок. Хорошо, это нам обрисовали ситуацию. Насколько она вам подходит или нет. Вы можете уже ориентироваться, насколько и подходит ли расклад. Но мы еще о вас. Давайте сделаем сигнификацию. Ситуацию какого человека нам раскроют карты. Кто вы? Как вас видят карты? Вы очень добрый человек. Вы тот человек, который всегда приходите на помощь. Вас легко обмануть, потому что вы верите всегда в хорошее. Вы в трудную минуту никогда не пасуете. Вы в трудную минуту, ну, из последних сил,
И даже когда и сил уже, может быть, мои дорогие, не остается, но в вас, знаете, есть такое ценное качество. Вы великий оптимист. И, может быть, где-то этот оптимизм, он, как, знаете, своего рода и есть те грабли, о которых вы запинаетесь, или вы их все время находите. Кто-то более хитрый, изворотливый, у него как раз и получается вот на этой тонкой струне какой-то ваших настроений или вашего оптимизма сыграть и снова довериться. И поэтому, может быть, это как отношения, которые снова и снова возвращаются, нам все-таки показывают больше личную историю. По десятке кубков это взаимодействие с нашими близкими. И у кого-то могла быть любовная история. Может быть, была семья или, мои дорогие, кто вы, были какие-то долгие отношения. Пусть вы даже, вот я говорила про документы, может быть, как раз и шло к свадьбе, к оформлению отношений, и уже какой-то период у вас за плечами остался, вам казалось, вы человека знали, или вы вложились в эти отношения, прошел какой-то срок, и жалко рушить, вот такое тоже может быть. И плюс ваша вера в светлое, доброе, она, ну, в данном случае вам как раз могла оказать медвежью услугу. Давайте, да, правда, вот что завершилось, смотрите, нам выпадает карта смерти. Трансформация, вот сейчас трансформация. Все то, что, как ваши замечательные качества, они сами по себе претерпевают эту трансформацию. И вы, скорее всего, кто сейчас смотрит, понимает прекрасно, что на моей доброте или на моей лояльности, на моей вере в светлое, доброе, хорошее, счастливое, где-то тоже идет чья-то игра. И вот проанализируйте, может быть, не только это по части личной жизни, может быть, у вас где-то и по работе, и из-за вот этой веры в людей, кстати, вы и находите какую-то, как словно заезженная пластинка, один и тот же сюжет, который до бесконечности повторяется. Но вот теперь, кто смотрит мой расклад, пусть это работа, пусть это отношения, вот теперь вы ставите действительно точку. И вот эта невесомость именно потому, что вы что-то завершили. Аркан гроб в картах Ленорман и в колоде Таро 13-й аркан смерть. Это не смерть, это конкретно трансформация. Вы уже с новыми какими-то решениями, именно когда вы намерены теперь, как будто вы думаете, даже если я, ну, пока не знаю, как будут развиваться события, понятно, я не знаю, как проявится какой-то человек, но я теперь отстраиваю совершенно новую концепцию собственного будущего. Может быть, для вас где-то, кстати, вы так подсознательно, и если мы говорим про отношения, то вы еще ждете где-то письма или известия от какого-то человека. Иногда эта карта свидетельствует именно о документах или известии, которые мы получаем. Может быть, вы втайне на это надеетесь, но у нас вверху лиса выпала, и поэтому, ну, вряд ли тут какое-то известие и ваши надежды. Да, тут какие-то бесплодные надежды. Семерка пентаклей, ожидание. Вы просто ждете. Вы не знаете, куда идти. И нам выпадает снова десятка пентаклей. Может быть, у кого-то из вас сейчас вопросы еще по части недвижимости или по части вашей занятости, денег. У кого-то действительно с работой может пересекаться, и то обещанное, оно все никак не состоится. Но для кого-то из вас это может быть, и знаете, с учетом туза пентаклей, когда личная история словно завершается, и вы с головой уходите в работу. И вот какой-то вот начальный период вы сейчас, как реорганизация собственного дела или каких-то своих профессиональных навыков, получение новых или развитие прежних, вы ставите или делаете ставку на заработки, на собственное благополучие. И тот, кто смотрит мой расклад, человек действительно очень надежный. Помимо того, что вы
добрый, ответственный человек, но вы хотите, может быть, отстроить свою концепцию именно благополучия. И через какой-то период ожидания вам как будто придется пройти. Или не совсем это ожидание, а когда какая-то история должна развиться, если мы говорим по части вашей занятости, что еще. Но вы, конечно, надеетесь, мои дорогие, на то, что какая-то личная история у вас все-таки сложится. Это могут быть все же надежды. У кого-то проиграется так, что по аркану смерти что-то завершается, личная жизнь. Я все же больше вижу, где-то контекст личной жизни, безусловно. Хотя, если ситуация по работе, тогда перекладывайте как-то. Так вот, если прежняя история завершилась, вы надеетесь, что будет начало чего-то нового. Может быть, вы какой-то период ожидания проходите, но у вас завершается принцесса мечей, и это прообраз Медузы Горгоны, которая как раз, как известно, пострадала из-за своей наивности и доверчивости. Это как раз то, что мы с вами уже сказали. Она и была превращена Афиной Паллады из-за того, что Афина ее не взлюбила. Она ее возненавидела. Она из-за зависти, у кого-то зависть. И здесь, знаете, как человек, если мы говорим на личные отношения, вы могли столкнуться с человеком, пусть меня, к примеру, смотрят девочки, а вы могли столкнуться с мужчиной, который вам завидовал. Завидовал вашей силе, вашей организации быта, вашей организации жизни. Он мог думать, а ничего с тобой не будет. Потому что вы действительно, вы та, которая все время поднимается с колен. Но чего вам это стоит? Человек этого не видел. Он понимал, что да, даже если я обману, к примеру, у нее все равно будет какое-то начало. То есть где-то он предполагал это. Или даже если я где-то тут схитрю себе в пользу, постепенно как-то она все равно словно отстроится или поднимется с колен. Но на сегодняшний день мы говорим о вас, кто вы. Вы как прошли точку невозврата. И дальше как будто так не может развиваться. Давайте мы тогда с вами узнаем, чем же все обернется. Вот еще одна карта, которая говорит: королева Пентакли, у тебя все будет хорошо. Это карта стабильности в первую очередь. И это та, которая из любого хаоса умеет создать порядок. И поэтому даже тысячи неопределенности. Пусть по 13-му аркану что-то завершается. А сейчас нулевой вот этой пустой картой вы испытываете словно состояние невесомости. Но вы сумеете свою мечту воплотить в реальность. Создать свой островок безопасности, свой уютный дом, стабилизировать какую-то финансовую историю, создать то, вот вы та, в которую вы вот верите. И если меня смотрят мужчины, это тоже очень важно, именно ваш настрой. Главное не потерять веру в себя. И у вас это достаточно сильно развито. Ну, давайте мы посмотрим, и если мы говорим о личной какой-то ситуации, вот вы сейчас в таком пребываете состоянии, когда я не хочу собой рисковать. Поэтому давайте посмотрим, как будут развиваться события. Как будут развиваться события. И основано. Нулевой аркан очень символично, да? Карта гроб, нулевой аркан, мы идем вперед. Это у кого-то может быть, когда вы даже готовы к новым отношениям. Может быть и какая-то прежняя история, она словно замерла. Или в какой-то неопределенности что-либо зависло. И если мы где-то перекликаемся или перекладываем на работу, то здесь может быть ситуация: я уже ищу новую работу. Или я рассматриваю новые варианты. Или я рассматриваю новые варианты переезда. Или я готов к новым отношениям. Вы готовы ко всему новому, лишь бы какая-то история быстрее от вас словно оттолкнулась или завершилась. Ну, в общем-то, вы уже это прошли. Какие-то выводы вы уже сделали. Да, вот именно этот грустный опыт проб и ошибок. И на место израненного сердца приходит здоровое равнодушие. Вас уже прошлое не цепляет. Вы прошли
тот сложный эмоциональный период, когда вас вот эти, ну, где-то вера ваша, может быть, в доброе, светлое, она вас могла разрушать. И вот это сердце, оно болело. А вот теперь вместо него словно камень и здоровое равнодушие, как я сказала, когда вы правильно видите обстановку. Вам как будто, понимаете, ваша задача, почему вы столкнулись с этой ситуацией. Потому что невозможно быть. Доброта – это прекрасное качество. Помощь кому-то, может быть, и близким – это тоже прекрасное качество, но оно не должно разрушать вас самих. И поэтому в целях самосохранения вам как будто судьба, если мы спрашиваем, что вам по судьбе. А вот такой вот опыт вам по судьбе было пройти, и может быть даже не раз, чтобы вы окончательно определились с тем, что нет, вот мне себя нужно научиться, или свои планы, свои задачи, свои намерения и цели ставить на первое место. Как дальше разовьется ситуация? Кто-то может из вас начать обучаться какому-то делу. Или, опять же, тройка пентаклей – это конкретно сдачи экзамена. Это переходный момент между прошлым и будущим. И здесь, как и отчасти, может карта говорить про новые отношения, когда вы действительно, находясь, например, в какой-то для вас не совсем привычной, обыденной обстановке, можете случайно познакомиться с человеком. Или вы можете пойти куда-то на курсы и там с ним познакомиться. Вы просто можете обучаться чему-то. Или вы можете начать какое-то новое дело. Или новая работа. Или новая должность. Словно новый социум у вас может быть. И в нем приходит, как и новое знакомство, или, если мы говорим про работу, это новые вообще перспективы вас ждут. И если мы говорим про заработки, кстати, про деньги, то и деньги как будто могут пойти в рост благодаря тому, что вы сейчас, ну, словно губка, готовы впитывать все новое. И на смену вот этого разочарования, или вот у нас тут буквально крысы выпали, а дальше как пауза. А по принцу жезлов мы уже активно действуем. Завершается период, вот этот переходный, вот этот непонятный, когда вокруг турбулентность, а внутри меня пустота. И по принцу жезлов тут у вас могут быть внезапные предложения, какие-то новости к вам могут приходить. Или я могу сказать, что отчасти тот человек, если мы про личную жизнь, он может вам написать. Или написать «я к тебе еду». И то, что было поставлено, предположим, на паузу, или человек пропал, или какая-то история завершилась, или, ну, 1000 могут быть каких-то ситуаций, но как будто человек может попробовать еще раз. Эх, не прокатиться ли мне? Всегда же у меня это получалось, и вдруг теперь у меня получится еще раз. Иногда это может свидетельствовать о человеке, который, ну, где-то он на своей волне. Ему не хватает по жизни драйва, ему не хватает новых впечатлений. И вот вы можете вполне столкнуться с той ситуацией, что вроде бы мы уже все расставили по местам, или была какая-то пауза, и ни ответа, ни привета, или не было ни переписки, ни общения. Вы уже где-то себя словно уговаривали, может быть, потому что это сделать вам непросто, с вашей верой в лучшее. Но теперь вы поняли, что, правда, история завершается. И вы прошли уже вот этот экзамен жизни, вы его прошли. А человек еще не прошел. И ему кажется, дай-ка я еще попробую. Может быть, для него это, знаете, тоже своеобразный сценарий, он всегда так поступал. И он может появиться, как ни в чем не бывало. Что же еще? Да, тут какая-то история из прошлого именно может и повториться. И вас словно опять поставит вот перед этим выбором. Нам показывают мужчину, король жезлов, харизматичный лидер, который думает, но ничего не делает. А мыслей у него много. И он сам считает, что он поступает очень правильно. Он доверяет как раз самому себе. У него чистота помыслов. Нам не говорят о конкретном человеке, но вы можете столкнуться с таким лидером, который вроде бы и говорит все красиво, все правильно, что-то обещает, вроде все это выглядит
и правдоподобно, и, будем говорить, может быть, и по закону это, да, сулит какую-то стабильность или какое-то обязательство даже, вполне вероятно. Но действий-то нет никаких. Может быть, доходит до действий, и это все как сводится к нулю или к какой-то паузе. Интересно. А кто ты есть? Давайте спросим. Правда, какая-то личная история. Что за мужчина, которому не хватает вдохновения? Вы могли быть для человека каким-то вдохновением. Он видел вашу силу. Ему нравилось, импонировало то, что вы, ну, вот проявляли какое-то участие в его жизни. Может быть, вы были для него словно спасательный круг, когда когда он находился в негативных эмоциях, вы ему помогали как раз за счет своего оптимизма, лояльности, доброты, быстрее выходить из какой-то депрессии буквально или из апатии. Да, он мог вам говорить, посмотрите, человека нам показывают, который мог строить с вами какие-то планы, и все это выглядело очень заманчиво, но опять же не было никаких действий. Вот такой человек как будто, да. Но вот теперь что-то у него как будто и изменяется. По колесу фортуны, может быть, он был что-то готов поменять. Ему казалось, что, ну да, может быть, кстати, я решусь на что-то. Здесь может быть и тот человек, который, как я сказала, когда дело доходит до какой-то конкретики или, допустим, до обязательств. Одно дело обещать, другое их конкретно взять. Он где-то пасовал. И, может быть, за какой-то период его обещания, если вот конкретные они были, вроде бы и все ушло к тому, что, ну да, мы определились. И ему самому так тоже казалось. Но наступает, опять же, какой-то пункт, как точка невозврата, и человек пропадает. Вот я могу такое предположить, и что же дальше? И тут опять, да, действительно, карта паузы. И может быть, опять же, мои дорогие, вот мы с вами говорили, он планирует, да, или он может появиться. Что он с собой может принести? Он как будто нуждается в ваших эмоциях. Вот в первую очередь в вашей поддержке, в вашем оптимизме, в вашем вдохновении. Ему очень нравится где-то мечтать, с вами строить планы. Да, и он где-то сам на какой-то период жизни уже верит вот в это колесо фортуны. Но потом уже, да, вот какой-то драйв, он как будто начинает закручивать или прикладывать к чему-то усилия. И после этого опять пауза. Вот посмотрите, карта крысы, пауза. Дальше мы с вами только сказали, принц жезлов, и может человек заново появиться, объявиться, написать письмо, или приехать, или написать письмо «я еду». И дальше опять пауза. Удивительный какой-то персонаж, мои дорогие, да, это по принцу кубков. Он сам верит искренне в то, что он обещает. Но для него это модель поведения, что обещание нужно выполнять. Или если ты уже как-то развиваешь, допустим, отношения, то мера ответственности, она среди взрослых людей предусматривается. Но по принципу кубков это у нас, ну, что-то более возвышенное. Это, да, по принципу кубков что-то искренне. Он искренне верит в чистоту своих помыслов, понимаете? Он снова, заново в какой-то свой сценарий верит абсолютно точно. Хорошо, так чем же у тебя это все закончится? Но выше, чем принц мечей, он не поднялся. Это тот человек, который все равно в любой момент от него можно ожидать неожиданностей. Это бунтарь без причины, это человек со сложным характером. Или это тот человек, который может красиво, пафосно говорить, что-то обещать и ничего не делать. А может быть, у этого человека еще и сам по себе вот этот характер неуживчивый, мои дорогие. Потому что у него может быть быстрая смена настроений. Я не могу сказать, что тут тот персонаж, которому можно доверять. И тут действительно, если у нас сверху вот карта книга, изучить как будто нужно было человека, изучить ситуацию. Так вот мы, если теперь вот этот ряд рассмотрим. Принцесса мечей, я сказала про образ Медузы Горгоны, которая пострадала из-за своей наивности и одновременно зависти.
Она понадеялась на помощь, кстати, Афины Паллады. Она понадеялась на, ну, где-то благородство бога Посейдона. Так вы могли понадеяться на благородство человека, а он к действиям совершенно не склонен. Более того, это он хочет быть королем, он хочет быть этим лидером. Но, как я сказала, выше принца мечей дело не идет. Нет. Что-то тут более мелкое и сложное. Посмотрите, 1000 неопределенностей. Ему драйва не хватает, ему эмоций не хватает. Но действовать он не готов. Или действовать как ответственность. Давайте мы сменим колоду карт, наверное. И, может быть, мы и вернемся. И мы спросим на другой колоде, что ожидать от этого человека. Как обернутся ваши отношения? Если вопрос по работе, кто продолжает смотреть мое видео, вам снова, мои дорогие, что-то могут наобещать, если это прежняя какая-то организация золотых гор или какого-то драйва, продвижения быстрого, или каких-то вдохновленных проектов, которые будут осуществлены. Но я не вижу, что к этому будут какие-то реальные события, которые действительно могут вам помочь исправить какую-то ситуацию прежнюю, или будет для вас какое-то прогрессивное продолжение. Нет, тут будет заезженный сценарий еще раз. Вот нам четко обозначили карты. Итак, давайте, чем же это все обернется? Вот эта ситуация повтора. Вы знаете, нам переворачивалась уже королева Пентаклей, и все зависит от вас самих. Или вы еще раз можете довериться и снова пройти тот самый путь, но по королеве Пентаклей, которая все же та, которая концентрирует свои желания и ставит их в цель для себя самой. Или если мы говорим по личной жизни, которая тоже надеется сама на себя. Та, которая не поставит себя на второе место. По этой карте, безусловно, у кого-то могут быть отношения, которые уже были связаны, может быть, брачными узами юридически, с учетом королевы Пентаклей. Но вы будете действительно отстраивать из хаоса какой-то порядок. И для кого-то заработки, или работа, или личное дело, или развитие такового, каких-то ваших новых возможностей, как раз вы перемещаете центр своих интересов на самое себя. Чем же все обернется? Вообще это карта благополучия. Королева жезлов. Вы знаете, за вами могут наблюдать, о вас могут сплетничать. Вы, может быть, с учетом, у кого-то так проиграется, вот ваши отношения, они как будто были достоянием общественности. Или у вас могут спрашивать, а как у тебя дела обстоят, допустим, вот с конкретным человеком. Или, а куда он пропал, или куда делся. Вот какие-то наводящие вопросы, приготовьтесь, вам придется на них отвечать. Вам придется именно по королеве жезлов, если мы уже рассматриваем карту как энергетику, стать этой королевой жезлов. Ведь это сильная позиция, и по энергетике королеву жизнь несколько раз как раз и ставила на колени, благодаря чему она обретает эту сильную позицию. Ее жизнь научила о себе много не рассказывать. Ее жизнь научила хранить тайну. Она научилась быть притягательной. Она словно магнит к себе притягивает людей. И ваша персона, она тоже кому-то будет интересна. Очень. С ней хочется дружить, общаться. Но она никому не говорит правды. Это ваша сильная позиция. Сильная позиция в молчании. Но к вам могут прийти какие-то, как и предложения, которые вы будете так взвешенно анализировать, стоит ли на что-то соглашаться по части работы и заработков. Тут действительно может проиграться такой момент. И даже если по части личной жизни вы ни да, ни нет, вы будете держать какой-то нейтралитет. И вы знаете, если прежде, мои дорогие девочки, вот кто меня смотрит, вас как будто прежде использовать могли, то теперь будете вы настроены. Теперь буду использовать я. Точка. Чем все обернется? Вы меняете парадигму отношений с людьми.
Вы становитесь где-то, может быть, более закрытыми, менее доверчивыми, потому что уже дальше так не может продолжаться. И в то же время, если какой-то человек, или пусть даже по работе, или пусть по части личной жизни, вы все же намерены расширять свои контакты. Давайте посмотрим, чем же дело обернется. Вот интересно, что нам десятка кубков выпадает. Это карта радости, счастья и семьи. А у вас новая история. У вас новая любовь. У вас что-то может получиться. Вы закрываете, может быть, как словно гештальт. И вашу судьбу действительно, что вам по судьбе. Новые знакомства. Притом тот человек, посмотрите, у нас выпадает пара и семья. Но, может быть, с учетом королевы жезлов, вам и придется, правда, когда вы встречались с одним человеком, или люди вас видят, почему-то же выпадает королева жезлов. И иногда выпадает, когда, ну, считается, я так считаю, у меня это проигрывается в моих раскладах, когда, ну, где-то 2-3 королевы, это значит, когда пересуды о нас идут, или мы повышаем какой-то уровень внимания к нашей жизни, именно тех людей, которые нас окружают. Может быть, это и конкретно есть человек, ваш близкий, который родился под знаком зодиака стихия огня, кто знает, Овен, Лев, Стрелец. Или это вы где-то все-таки меняете энергетику, вот как я сказала, расширяете горизонты собственных возможностей, кругозор, может быть, или как вы готовы, нам ведь тоже сказали, к новому знакомству, и оно происходит. И в вашей жизни приходит тот человек, который с вами на одной волне. Что же еще? А вам он по судьбе? Мне даже нечего добавить. По верховному жрецу как раз и проходят те люди, которые надежные. Те люди, с которыми мы, ну, буквально оформляем действительно отношения. На кого мы можем положиться? Да, король Пентаклей – великий консерватор. Но это тот человек, который, как и вы, имеет похожие очень взгляды на жизнь или на то, что вот как ценности. Не цена, а именно ценности. И по верховному жрецу это как встреча по судьбе, которая будет продолжена, когда вы сможете оформить отношения и когда вы вместе будете долгий период времени. Что это еще может означать? Совершенно неожиданно. Более того, вы вместе можете строить планы на будущее. У кого-то это даже, но опять же идет тройка пентаклей. Вы можете, вплоть до и семейного бизнеса, все же у нас 2 карты пентаклей, пара выпала по тройке пентаклей. Вы можете переехать куда-то, сменить место жительства или начать изучать языки, к примеру. Или я могу, вот я сказала, да, вы отправитесь на курсы, к примеру, и можете познакомиться с человеком. Или вы словно проходите вот этот, ну, как пороговое значение между прошлым и будущим. Вы идете в новое. И находясь в новой общности, у вас могут быть как и общие интересы, так и в последующем состояться какое-то знакомство может. И это не только будет любовь, это будет не только то, что мы говорим по судьбе, или у кого-то оформление отношений, а это еще, знаете, как дружба, когда какое-то дело вы вместе можете развить. Почему я говорю, у кого-то даже семейный бизнес. Интересно. Совершенно неожиданно. Что же вам по судьбе? Ладно, давайте мы еще раз конкретно спросим, что вам по судьбе. Я определенно вижу ту ситуацию, которая не было бы счастья, да несчастье помогло. Да, может быть, вот эти многократные грабли или какая-то уже надоевшая история, когда меня без конца обманывали, а я все время доверялась, может быть, так. Вы ставите в этом точку. Занимаетесь где-то собой, занимаетесь, может быть, и собственным здоровьем. Не значит, что вы болеете, а вы можете менять имидж, кстати, вот этот момент, да. Или захочется вам изменить что-то в своей невнешности. Вот если меня смотрят девочки, то это точно, потому что по королеве Пентаклей
Имидж для нее не последнее дело. И, кстати, здоровье тоже. Почему? Потому что она понимает, это моя работоспособность. И вы, уж, коль нам говорят карты, надеяться приходится на самую себя. Поэтому какое-то время вы будете уделять и внимание как раз внешнему виду, вашему облику, может быть, и гардеробу. И это тоже хорошо. Кто-то пойдет заниматься спортом, кто-то будет развивать свое хобби. Все то, что вас где-то уводит от вот этой нулевой карты или белой, от вот этого внутреннего состояния, когда не хочется больше где-то оборачиваться назад. Я поставила уже точку, я иду вперед, не хочу повторения какого-то сценария. У вас, правда, это получается. Итак, что же дальше по судьбе? Хотя нам сказали, что конкретно новое знакомство с оформлением отношений, с какими-то новыми интересами, с новыми планами на будущее. Ну хорошо, может быть, это чего-то другого касается, что у вас еще может прийти по судьбе. И еще раз нам говорят, посмотрите, у вас 2 старших аркана нулевых. Да, просчитаться вы не можете, но есть какая-то тема. Может быть, вот эти отношения, которые развиваются, это как жизнь с чистого листа. Давайте мы посмотрим, что нам еще. Рыцарь кубков. Это хорошее настроение. Это какие-то предложения. Это конфетно-букетный период. Это наша эмпатия по отношению к нам. Это может быть подарки, но кого это касается, мне интересно. Это с кем связано? А здесь как колесо фортуны. Вот посмотрите, и я так вижу. У вас новая история начинается. И я не могу отрицать, что вот этот нулевой аркан с какими-то новыми чувствами, предложениями будет означать, что для части из вас, что вот тот человек из прошлого может заново попробовать взять реванш. А вдруг получится? Но все же я так больше вижу, что, скорее всего, нет. У вас выпадает карта Солнца, и мне определенно стоит завершить наш расклад. Почему? Потому что карта Солнца – это когда у нас получается осуществить, достигнуть чего-то, когда воцаряется радость, когда мы абсолютно счастливы. И карта выбора правильного направления. И вы знаете, как изменится ваша жизнь? Или что вам по судьбе? По судьбе новый человек. По судьбе не просто какие-то, словно, знаете, вы цели какие-то новые будете вдвоем ставить. Но после этого вдвоем у кого-то может быть, с учетом нулевого аркана, как и поездка, как и переезд. По отношению к вам, вами будут очень дорожить, мои дорогие девочки. По колесу фортуны и еще будут какие-то перемены. Вы словно вот это только первый этап, а следует еще по колесу фортуны. В этой колоде это добрая карта, это последующий успех. И может быть вот это колесо фортуны, колесо ведь может поворачиваться вниз тоже, как будто эта рулетка идет наверх, а потом падает вниз. То вот может быть она как раз упала вниз с каким-то одним человеком. И здесь она идет вверх, потому что следующая у нас карта Солнца. А если прежняя была словно, да, вот посмотрите, как интересно, семерка, прокрастинация или планы, иллюзии. И вроде колесо фортуны, да, мы говорили о человеке, он верит в то, что он обещает. А что за этим следует? Пауза. А здесь у нас, посмотрите, рыцарь кубков – это конкретика, эмпатия, подарки, нежность, ласка. Дальше идет колесо фортуны и карта Солнца. И карта Солнца, посмотрите, именно король Пентаклей. Это те люди, которые готовы подставить нам плечо. Это те, которые не боятся брать ответственность. Ну и вы-то сами в таких же энергиях. Вы добрый и искренний человек. И к вам приходит человек, которому и вы можете доверять. И вместе, видимо, вы будете отстраивать это Солнце, мои дорогие. Я не тяну карты, потому что у вас очень серьезные арканы. Посмотрите, что ж тут сказать. Да, еще и Верховный Жрец. Поэтому какая-то совершенно новая история взамен надоевшего сценария с новым человеком, с новыми
чувствами, с новым качеством жизни, мои дорогие девочки, может быть. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.